Приветствую вас. Хочу сделать обзор колоды Таро драконов. Автор Шон Маккензи, художник иллюстрации Ферат Салхан. В преддверии Года драконов купила вот себе такую колоду. Такая яркая. Огненный тут дракон на обложечке. Вот. Коробочка на магнитике. Так открывается. Вот здесь тоже драконы. Вверху лежит книжечка. Книжечка на русском языке. Вот такие красочные картинки. Оглавление. Краткая история Таро. Начало пути. Старшие арканы. И дальше младшие арканы. Работа с драконами. Бесконечное путешествие. И об авторе. Благодарности. Предисловие. Вот здесь рассказ про Таро. А здесь начинается описание к картам, их значение. Вот шаман. Для каждой карты своя страница. И описание, что оно значит. Вот. Все только в прямом положении карты. Поэтому сейчас вот про младшие арканы началась часть книжки. Тоже для каждой карты свое описание. Картинка карты. Вот такой красивый дракон и пантера. Это дракониха, это королева жезлов. Пятерка кубков. Кубки, водная стихия. Рыцарь кубков вот держит что-то. Ну, в общем, вот такая книжка. В конце книги есть примеры раскладов. Так что будет интересно и для того, кто только начинает свой путь в изучении Таро. Ну вот про книжку все. Отложим в сторону. Вот так вот достается сама колода. Очень удобная. Такая лента. И вот оно было все запаковано в целлофан. Все очень качественно. Карты отдельно были запакованы в целлофан. Сама коробка в целлофан. Так что карты вот слегка бликуют, если на свет смотреть. Качество. Ну, хороший картон. Вот, не гнется. В меру плотный. Приятный на ощупь. Вот карта. Вот такой шут. Вместо собачки у него тигренок. Это старшие арканы. Шаман, который маг. Тоже все 4 стихии. И жезлы, и мечи, и динарии. Жрица. Да, кстати, на книжке, как и очень любят жрицу ставить где-нибудь на обложку или книжки, или коробочки. Вот такая жрица. Императрица. Тоже такая добрая дракониха. Мать семейства. Это император, охраняющий свой город. Иерофант. Такое вот у него разноцветные крылья у дракона. Влюбленные. 2 разных дракона. Один, наверное, огненный. А может и нет. И водный дракон. Может быть, дракон земли.
И все в пару. Там птицы 2 и 2 рыбки. Такие инь-янь. Красивые драконы, красивая карта. Колесница управляется могучей рукой наездника и 2 таких дракона мощных. Сила. Девушка в доспехах, укротившая дракона. Ну, такая классика Уэйта. Отшельник, мудрый, одинокий в размышлениях с магическим шаром. Колесо фортуны. Орел, телец и лев почти. Ну, лев есть. Единорог — это, наверное, за тельца. Черепаха. Справедливость. С чашами весов дракон и мечом в лапах. Это вместо повешенного называется висящий дракон. Смерть. Такой вот, наверное, черный дракон, вселяющий ужас даже в тех, кто уже умер. Умеренность. Такой разноцветный дракон, льющий из кубка в кубок воду. Такой похожий на иерофанта, по-моему. Дьявол. Вот дракона приковали. Башня. Ну, тут дракон решил разрушить башню. Она как бы уже треснула. Еще никто из нее не падает, но дракон рассерженный. Звезда. Наверное, там, ну, это как 8 маленьких, нет, 7 маленьких дракончиков и 1 водный. Число 8 присутствует в звезде. Надежда. Луна. Ну, тоже интересная карта. Вместо рака краб и лунный дракон на фоне луны. Или лунный дракон, или это просто дракон на фоне луны. Солнце. Яркое событие и подсолнухи. И яркий дракон на фоне солнца. Суд. Вот тоже драконы вылазят на суд. И заключительная карта старших арканов. Это место мира, называется Вселенная. Как бы вся Вселенная, ну, в глазу дракона поместилась. Вот такие были старшие арканы. Ну и по младшим арканам, кому, наверное, интересно, можно найти более такую детальную галерею, посмотреть на них. Я их так перелистну. Вот огонь, стихия огня, яркие карты, такие очень энергетические. Вот стихия воды, кубки, такие водные драконы голубого цвета. Карты яркие, притягательные, очень спокойные, ну, можно сказать, не агрессивные, но энергетически сильные и притягательные. Это стихия земли, пентакли. Вот туз пентаклей, подарок. Вот, двойка. Сохранена такая уэйтовские символы. Присутствуют. Вот мечи, стихия воздуха. И такие драконы. Вот 6 мечей. Тоже корабль уплывающий. И дракон улетает с детьми, с ребенком, наверное, с маленьким дракончиком. Куда-то поездка. Вот дракон боится собственные страхи. В плену собственных страхов, хотя мог легко бы
эти все лианы разорвать и улететь. Здесь вот печальный дракон на 9 мечей. Боя тоже страхи, что его люди убьют. 10. Вот тут такие красивые король с королевой мечей, с бабочками, совсем не воинственные. Вот, король, победитель горы, ой, король горы, дракон на вершине горы. Вот такая колода. Если вас она заинтересовала, вы можете найти ее, думаю, в вашем городе, где вы живете, или заказать онлайн. А я благодарю за просмотр. Колодой я довольна. Буду делать на ней расклады. В следующем видео или через видео запишу ритуал по работе с новой колодой. Что прежде чем начинать работу с колодой, лучше проводить с ней ритуал, обращаясь ко всем 4 стихиям. Спасибо за просмотр. До новых встреч!